надеюсь, в будущее я скажу себе спасибо за это решение. Привет, меня зовут Лиза, и я осуществила свою мечту и поступила в университет в Европе. Скоро я уеду учиться, и мне захотелось снять влог о своем переезде, о своем путешествии, обо всех трудностях и интересностях. Поэтому, если хотите понаблюдать за этим, то смотрите дальше. Сейчас я пока еще нахожусь в своей прекрасной комнате. Уже вечер, и через 1,5 дня я уже улетаю. И это очень страшно. Сейчас нужно много бегать, докупать какие-то необходимые вещи, собирать чемоданы, уместить все как-то в эти чемоданы. Я не знаю, как я со всем этим справлюсь. Я даже никогда не летала одна на самолете. Надеюсь, я не потеряюсь там при пересадке где-то в аэропорту в Катаре. В общем, сейчас мы с вами прокатимся на самокатиках до торгового центра. Нужно купить некоторые вещи, забрать свои последние посылочки с Wildberries, потому что там Wildberries не будет. Да, и собираться к отъезду. Погнали! Вот он, прекрасный Wildberries. Опа, самокатик. Сейчас поедем. Погнали. Доброе утро. И сегодня последний день здесь, перед отъездом. Я проснулась с каким-то легким чувством эйфории. Все тело немного подрагивает, как будто бы очень странное чувство. Уже завтра я улетаю. А сегодня надо дособирать вещи. Я с этим не справилась вчера вечером. У меня вещи не влазят в чемоданы. У меня их 2. Один крупненький, но не супер большой, и один маленький. И вещи не влезают. Надо что-то делать. Брать какой-то другой чемодан или покупать, может быть, чемодан в скором порядке. Еще сегодня надо постричься напоследок. Я не могу без своего парикмахера, она просто прекрасна, и у нее золотые руки. Я не знаю, как я буду жить без нее в Европе, честное слово. Но напоследок постригусь. Последний день прям. Мамулька, я буду скучать. Я вообще-то снимаю. Мирон, помаши ручкой.
Видео, что ли? Да. О, Гордей спускается. Пожалуйста. Давайте, помашите. Какие вы маленькие. Помашите, я видео снимаю. Вот, все, хорошо. Какие мы. Мирон. Мы в аэропорту. The most ancient people or culture have the most difficult language. Chinese is the second difficult because it's almost 4,000 years old. Arabic also very difficult because the culture is old. Я в общаге. Фу, я не потерялась. Привет. Ну что сказать? Я в Венгрии. Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, сначала покажу комнату. Итак, наша комната. Вот здесь вход. При входе сразу небольшая кухня. Но тут особо не поготовишь. Здесь есть микроволновка. У меня есть с собой мультиварочка. Небольшой холодильник на 2 человек. Как это? Раковина. Также здесь зеркало. Сейчас, секунду. Вот оно, зеркало. Здесь можно повесить вещи. Там у нас вход в ванную, туалет и прочее. Мы их делим на 2 комнаты. Вот, собственно, наша комната. Это половина моей соседки, это моя половина. Да, тут тоже гирляндочки, мой компьютер. Уточка. So that's the white building. So that's a really nice park. It's really chill. Добрый вечер. Здрасте. Channel. I love that for you. It's a little bit spicy.
Where's my mind? The be pretty soon. Look up on my room. Больно осталось тебе, больно осталось во мне, больно осталось. Очень хочется рассказать про какие-то вещи, которые оказались для меня инсайтами. Первое — это вещи и вес багажа. Это был кошмар. По моему билету я могла взять 30 килограмм багажа, и каким-то образом у меня вышло не 30, а 50. Кстати, спойлер, я думала, что это безумие, может быть, я сумасшедшая, но оказалось, что у очень многих людей получился такой же перевес, поэтому все хорошо. Я не одна такая с кучей вещей. В общем, в день, когда я улетала, я закончила собирать все вещи, и я уже понимала, что это все весит очень много. У меня был один большой чемодан и один маленький. В большом вышло 30 и в маленьком 20. В сумме вышло 50. 20 килограмм перевеса. И мы перед отъездом посмотрели, сколько стоит доплата за багаж. За эти 20 килограмм, если не ошибаюсь, там было что-то 70 тысяч рублей. И это стоит примерно как один билет из Москвы в Будапешт. И, естественно, никто бы не стал платить эту сумму. И за полчаса до выезда из дома я осознаю, что мне надо каким-то образом убрать 20 килограмм из вещей, которые, мне кажется, все нужны. Это был просто ужас. И я оставила очень-очень много вещей, которых мне сейчас не хватает. Они не супер необходимые, но мне бы они очень подняли настроение, если бы они были здесь. Да, это было ужасно стрессово. Я плакала, мне было очень страшно, мне было плохо. Я не знаю, представляете, вы впервые в жизни покидаете свой дом, вы ничего не знаете ни о переезде, ни о сборе багажа. И вот вы сейчас покинете свою семью, и вы их так любите, скучаете, и вы подготовились. И тут бац, в последние полчаса вам надо каким-то чудом убрать 20 килограмм из своего багажа. Это был ужас. Слава богу, я справилась. Было грустно, но в итоге все нормально. Мой совет, наверное, тем, кто переезжает первый раз: не берите всякие глупые вещи, которые вы можете купить там, куда вы поедете. Да, например, какие-то шампуни, там, мицеллярную воду, господи, это такая ерунда. Лучше взять какие-то маленькие такие шампунчики и мицеллярочку на несколько дней и купить все на месте. Большое вам спасибо, если вы смотрели это видео до конца. Я очень старалась. Это мое первое такое большое видео, влог. Я надеюсь, что оно получилось хорошим. Спасибо еще раз за то, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.